Африка, 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 Ангола. Один чорнявий фермер із Анголи мав 8 дітей, 4 воли, 2 трактори, плугарку і машину, а ще на сонці копчену дружину. І жили вони в злагоді й довір'ї, і бігали на їхньому подвір'ї. 7 качок, 19 поросяток, 3 гуски, 2 кози і 100 курчаток. Мы в Анголе сделали паузу, чтобы перекусить бутербродами с авокадо и сделать даже кофе. И даже успели все это сделать перед тем, как нас запеленговали местные жители. Стесняясь с дороги, заглядывают, стоят вдали. Покушали, убираем и едем дальше в Луанду. Сколько нужно времени, чтобы добраться из Украины в южную часть африканского континента? Теперь у нас есть ответ. Ровно 100 дней. По крайней мере, именно столько получилось в нашем случае. ДРК осталась позади, и мне тяжело вам передать, насколько легче мы себя начали чувствовать. Конечно, Ангола у многих все еще ассоциируется с войной, ну и, конечно, это Африка. Но по сравнению с такими странами, как Нигерия или ДРК, Ангола практически Европа в плане безопасности. И это не могло не радовать. Только что мы ехали и обогнали пикап, который потом обогнал нас. Из окна выглядывают полицейские и просят остановиться. Но проехали немножко дальше, остановились. Они сразу говорят: не бойтесь, все без проблем, мы просто хотим посмотреть. Спросили, можно ли посмотреть внутрь машины. И, конечно же, мы им показали, очень интересовались, что здесь, как можно кушать, делать и так дальше. Чем люди интересуются. Мы взяли курс в сторону города Луанды, столицы Анголы. Но прежде всего, хотелось вновь насладиться дикими ночевками, по которым мы уже изрядно успели соскучиться. Для поиска таких ночевок мы используем специальный аппликейшн для телефона, в котором обмениваются информацией оверлендеры. Там мы нашли заманчивое по описанию место на берегу и отправились его искать. Поиски заняли у нас немало времени, но мы ими наслаждались, ведь дорога иногда и есть сама цель. Кроме того, найденное место однозначно того стоило. У нас просто упала челюсть от такой красоты. Забредали в очень классные места, но в этот раз это не то, что 5-звездочный вариант, это вариант люкс, это вариант суперлюкс, не знаю, как это назвать, но это невероятно. Мы спускались к этому пляжу и просто не могли поверить своим глазам, насколько тут красиво. Тем более еще на закате, это просто невероятно. Мы даже решили подсобирать дров и развести костер. Картошка, запеченная в песке, была невероятно вкусной. Утром, правда, завтраком в одиночестве насладиться нам было не суждено. Прикатили, кто бы вы думали, вьетнамец с местным на одном мопеде, и пошли с ведром вдаль искать каких-то морских гадов. Но я никак не ожидал бы встретить тут вьетнамцев. В принципе, и он не ожидал, что я его поприветствую синчао. Оказалось, вьетнамцы тут много чего строят. Ну, не Китаем единым живет Африка. Даже в таком райском месте было много мусора. 2 серии назад в Габоне
мы уже показывали похожую ситуацию. На этом пляже все было еще более загрязнено. Когда видишь контраст райской природы и пластика, хочется надеяться, что эта картинка предстанет в уме в следующий раз, когда рука потянется за пластиковым пакетом или покупкой чего-то ненужного. В Анголе мы увидели уже несметное количество баобабов. Эти деревья – это что-то магическое. Я постоянно ехал и смотрел на них. Они словно из какой-то сказки. Такое впечатление, что из-за дерева вот-вот выйдет какой-то волшебник и его магические звери. Очень интересно наблюдать, как меняется природа Африки, двигаясь с севера на юг. Ведь мы часто воспринимаем Африку как что-то одно и целое. Тем не менее, разница между Марокко и Анголой просто колоссальна абсолютно во всем. Перед Луандой мы решили заехать в особенное место, где сели на мель десятки кораблей, что не дошли до своей точки назначения. Ждала нас там и неожиданная встреча. Мы возле Луанды, столицы Анголы. Здесь пляж, где очень много обломков кораблей. И, судя по карте, один из вот этих называется Герой Крыма. Мы в Луанде. Очень современно все, даже неожиданно современно. Очень много небоскребов и как-то все выглядит прилично. Наверное, самый приличный город, столица, которую мы встречали в Африке. Большие улицы напоминают Вьетнам, Хошимин-Сити. Перейти, конечно, легче, чем во Вьетнаме, но тоже непросто. Потому что светофор не работает. Мы остановились в яхт-клубе. Давай. Мы остановились в яхт-клубе посреди Луанды, которая вообще оказалась очень-очень развитым городом, что очень удивляет. Не то, что мы представляли в Африке. Скажи. В Луанде этот прекрасный яхт-клуб принимает путешественников-оверлендеров совершенно бесплатно. Здесь мы нашли душ и туалет, которые оказались лучшими со времен Европы. Также здесь мы попробовали, наверное, самую вкусную в жизни рыбу, причем за достаточно хорошую цену, как для такой пищи. И сейчас пойдем дальше кушать и будем отправляться на юг Анголы. Вот такие лакшери моменты бывают в нашей полной лишений поездки. Один день ты валяешься в болоте под машиной и думаешь, как бы туда засунуть сайлентблок, а второй день сидишь на набережной и наслаждаешься. Часто Анголу во всяких рейтингах называют чуть ли не одной из самых дорогих стран мира, а Луанду, столицу, одним из самых дорогих городов. Но я вам открою один секрет. В Анголе есть черный рынок валюты. Доллар можно поменять на черном рынке в 1,5 раза более выгодно, чем в банке. Откуда знать всем этим рейтингам, что у дяди Матеуша можно разжиться долларом по более выгодному курсу? Так и рождаются все эти мифы. И это еще не вспоминаю про топливо. Литр дизеля в Анголе стоит 6 гривен. Хотите дизель по такой цене? Ставьте лайк под видео. Часто поездки в супермаркет выглядят так, что ты приезжаешь за иногда огражденную территорию, а через заборчик, через дырочки на тебя смотрят детки местные и что-то просят. Причем часто у местных не просят, почему-то просят именно у белых. You speak English? Do you speak English? Yes? You speak? How are you doing? What is your name?
Não, Do you- Bom, Your estamos name, com- you know? estamos com uma The agitação. name. I'm Slava, and you? Meu nome? Yes. Paizinho. Paisino? Meu nome é Kilson. Hello. Никогда бы не подумал, что Ангола выглядит именно так. Дело в том, что страна достаточно богата на нефть. И хоть и большая часть доходов оседает в карманах коррупционеров, что-то все-таки доходит и до общества. Корів у стайні було 23, і з кожної по 3 відра надоїв. І дякуючи тій тваринній масі, достаток був в сімейній його касі. Жила собі та ферма процвітала, та фермеру здавалось, то замало. Він думав, що усе на світі має, лиш тільки партбюро не вистачає. Є-є-є-є-є, Африка, Африка, Ангола. Неожиданно Ангола оказалась настолько развитой страной, что тут есть места, которые, наверное, может быть, в Одессе есть в Украине, но я не уверен, есть ли такой уровень всяческих заведений. Мы сейчас в шикарном отеле, где нам совершенно бесплатно разрешили припарковаться на парковке и переночевать там под охраной. Даже есть душ и туалет, все бесплатно. Но, конечно же, мы в знак почета и благодарности покушали в их ресторане вчера вечером. Тоже очень вкусно. Конечно, в дикой природе места еще лучше, чем на кемпингах. Однажды мы забрели в кусты, подальше от признаков жизни, и нашли шикарнейшее место. Жечь огонь в такой сухой траве было опасно, но красота вокруг была просто невероятная. Весна в Анголе — это какой-то праздник эстетики. Я даже не знаю, видел ли я что-то подобное в своей жизни. Мы откопали припрятанный еще в Габоне дрон и дали ему возможность тоже немножко посмотреть на округу. Ангола. А чув він, що в Радянському Союзі давно те чудо мають білі друзі. Тому він і затіяв листування, в якому свої висловив прохання. В нас дружні з Анголою стосунки, це посмішки й ніжні поцілунки. Ми щиро простягнули йому руку і вислали по пошті одну штуку. У ящику керованим пілотом мандрує партбюро аерофлотом із надписом червоним по фанері, що зроблено у нас в СССР. У Африці його розпакували, бананами його нагодували, а потім полягало воно спати, а зранку почало хазяйнувати. Африка, Африка, Ангола. Что вы знали о природе Анголы? Мы не знали ничего, но были настолько поражены этой природой вокруг. Нам очень-очень понравилось, и мне кажется, что мы не были предвзяты. Поэтому, если вам нравится эта природа, ставьте лайк, и этим самым... Гражданская война терроризировала Анголу с разной интенсивностью целых 27 лет, с 1975 года. Началось все с борьбы за независимость против португальских колонизаторов. Ну а потом два лагеря борцов, про- и антикоммунистические, уже делили влияние между собой. Конечно же, они были не одиноки. Одним немного помогала ЮАР, Заир и немножко поставками Америка, а другим помогал советский блок. В основном не одним десятком тысяч солдат из Кубы, советскими офицерами, ну и даже Югославия прислала туда свои корабли. Ангола стала настоящим полем битвы холодной войны. Слава богу, война закончилась в 2002, ну и власти до сих пор коммунистическая MPLA, хотя она и теряет свой процент поддержки от выборов к выборам. Изюминкой нашего ангольского вояжа стала Тундавала. Тундавала — это каньон. Нет, не так, это каньонище. И главное, переночевать там можно прямо у самого обрыва. Это что-то невероятное.
Подбираясь ближе к Намибии, мы кайфовали от того, что можно заехать ночевать просто в поле. Конечно, мы старались найти место, где не будет людей, все еще побаиваясь, что кто-то может прийти ночью. Очевидно, что никто не пришел, поэтому Лена утром и кайфовала на расслабоне. В Африке я полюбила утро. Я всегда себя считала совой, которая ложится поздно и поздно встает. И тут мы ловим себя со Славой на мысли, точнее не на мысли, а на часах. В 8 часов вечера мы ложимся спать, а в 6 утра, иногда в 5, сегодня в 5:30, встаем, чтобы наслаждаться этой тишиной, звуками природы, колокольчиками от коров, которые пасутся где-то там. И это прекрасно. Никогда не любила утро, а сейчас их просто обожаю. Мы на юге Анголы, возле Намибии. Еще каких-то 50 километров, и мы попадем в Намибию. И сейчас непреодолимое ощущение осени. Утром прохладно, градусов 10 плюс. И деревья обсыпавшиеся. Какой-то такой осенний пейзаж. Хотя днем будет жара. Мы попадаем в пустыню Намиб, самую старшую пустыню планеты. В общем, Ангола очень крутая. Здесь очень разнообразная природа. Мало кто сюда доезжает. Это мало раскрученное место для туризма. Но я вам очень сильно его рекомендую. Здесь сейчас настоящая Африка. Африка, Африка, Ангола. Тепер в Анголі всі ходять голі. Крім того й досі ці негри босі. А хто в Анголі, йой-йой-йой, мав пару волів, йой-йой-йой, і ті сьогодні, йой-йой-йой, усі голодні. Африка, Африка.